Дорогие друзья, приветствую вас на своем винном канале. Если вы смотрите это видео, то значит вы только что посмотрели видео, которое я выложила о бочках и о влиянии бочки на вино. А если вдруг вы это видео еще не посмотрели, то скорее смотрите его прямо сейчас, поскольку в нем мы говорим о теоретической части, а сейчас у нас будет практическая часть, и мы будем с вами пробовать один дегустационный образец. Итак, что это у нас такое? Производитель Quatro Rayas, это испанское вино из региона Кастилия и Леон, винодельческая зона Део Руэда. Написано «Fermentado en barrica», что означает «ферментировано в бочке». И сорт винограда Вердехо, вино 2018 года. Итак, Quatro Rayas – это крупное винодельческое хозяйство, история которого насчитывает уже более 80 лет. И в чьих руках также сконцентрировано более 2000 гектаров под лозой. Мы понимаем, какое крупное хозяйство. Что интересно упомянуть, это то, что ребята следуют концепции sustainability. Sustainable в переводе с английского означает устойчивый. И, в общем, не совсем понятно, что это значит. Дословный перевод не очень подходит, но можно было бы назвать это как разумное природопользование. И эта концепция достаточно интересная. Мы с вами уже записывали видео об органических винах по ссылке здесь, о биодинамических винах, тоже оставлю ссылку, а о Sustainable Wines мы с вами еще не говорили. Но и говорить тут не так-то много есть чего, поэтому пару слов скажу в рамках этого видео. Главная цель – это снизить потребление ресурсов, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, а также большое внимание уделяется охране прав рабочих на винодельне. Что же делают наши ребята Quatro Rayas? Они говорят о том, что они оценивают и минимизируют углеродный след, то есть углеродный выброс на окружающую среду. Более того, они используют облегченное стекло для своих бутылок, они перерабатывают свои отходы и также для упаковки вина используют переработанные материалы, то же самое стекло или картон. Более того, на их сайте я прочитала, что они особое внимание уделяют работникам своей винодельни. Они говорят, что их миссия – это убедиться в том, что они улучшают качество жизни всех своих сотрудников. И этический менеджмент находится не на последнем месте у этой компании. Я уж не знаю, как именно они реализуют эту миссию, но, надеюсь, они говорят правду, и если так, то ребята большие молодцы. Ну что, а теперь переключимся непосредственно на вино. Виноградники у нас расположились в регионе Кастилия и Леон, винодельческая зона Део Руэда, на высоте над уровнем моря 700-800 метров. Здесь царствует континентальный климат, что означает такая вот суровая, долгая, холодная зима и сухое, жаркое лето, высокие перепады дневных и ночных температур, большая инсоляция и маленькое количество осадков. Нашему сорту винограда Вердехо идут только на пользу, поэтому Вердехо здесь, в этом регионе, является главным белым сортом винограда. Лоза у нас старше 30 лет, поэтому лоза у нас такая зрелая, мудрая, она пустила мощные корни уже глубоко под землю, успела пустить в поисках воды. У нас ручной сбор урожая, это говорит нам о том, что уже была сортировка сделана сборщиками на винограднике, что говорит о высоком качестве ягод. И с точки зрения ферментации тоже очень и очень интересно. Часть вин у нас ферментировалась во французских бочках из леса Алье, во Франции, это где-то рядом с регионом Рона, там скальный дуб растет, и другая часть ферментировалась в американских бочках, значит белый дуб. После чего вино выдерживалось в бочке на осадке еще в течение 6 месяцев. Вы помните, в теоретическом видео о бочке мы говорили и о процессах, которые происходят в бочке во время ферментации, о процессах, которые происходят в бочке во время выдержки уже готового вина, и также о том, что происходит, когда выдерживается в бочке и плюс ко всему на осадке, поэтому пересмотрите обязательно, чтобы это все повторить, запомнить. Ну что, пробуем вино. Все сказала вроде, что хотела о нем. Мы видим у нас вино такого красивого, достаточно интенсивного, яркого, золотистого оттенка. Прозрачное, чистое, блестящее. Остаются такие вот слезки у него, жирненькие, стекают. Их видно, наверное, даже в камере будет видно. Ароматика у нас очень интенсивная, такая вот заметная. Даже она начинает чувствоваться еще до того, как бокал поднесен к носу. В аромате сушеные травы, средиземноморские разнотравия, сено, какие-то вот аптечные травянистые настойки, да, вот аптечный аромат. А вино развивается в бокале
появляется такой аромат свежего хрустящего зеленого яблока, как будто бы кисленького яблока, хотя, заметьте, мы вино еще не пробовали, но вот такие ассоциации супер свежего, супер кислого зеленого хрустящего яблока. И уходит немножко в тропические фрукты, намек на легкие тропические фрукты. В нашем случае это ананас. Немножечко сладковатый нюанс, как будто бы такая вот ирисочка, сладенькая, сливочная нотка в конце проглядывается. Ну что, пробуем. Во вкусе у нас вино очень яркое, взрывное, сильная кислотность чувствуется, это хорошо для вина. Остается такое вот маслянистое сливочное послевкусие, очень объемное, тельное, даже вот тяжелое вино. И ощущается теплота в груди, это говорит, намекает нам о том, что уровень алкоголя не такой уж не очень-то и низкий. В нашем случае это 13,5% содержания алкоголя в вине. Это, в общем, достаточно много для белых вин. Так, во вкусе акцент с яблока у нас смещается на грушевые ноты и на косточковые фрукты. Персиковые, абрикосовые тона. Достаточно длинное послевкусие с небольшой легкой горчинкой. Но не пугайтесь. Горчинка, она, во-первых, характерна для сорта Вердеха, во-вторых, она нисколько не портит, а даже наоборот, дает ощущение остринки, некой пикантности, делая вино еще более ярким и выразительным, таким взрывным. Так, с точки зрения гастрономических сочетаний, это вино сильное и требует какое-то сильное блюдо. Может быть, белое мясо и красная рыба, понятно, но тут либо мы идем по аналогии и ищем какой-то такой жирный сливочный соус, потому что у нас жирненькое вино с жирненьким соусом будет хорошо смотреться, либо добавляем чего-то очень кислотного, допустим, уже сливочный соус, ну, не отдельно, понятно, с чем-то, в паста со сливочным соусом, с томатами, которые кислотность обеспечат. Но мне кажется, что лучше всего тут будет смотреться, опять же, вот жирные маслянистые запеченные овощи, и на ум приходит перец красный запеченный, либо же итальянское блюдо пармиджано, это запеченные баклажаны с мясом, с мясным соусом, и с томатами можно. Вот как-то так. Попробовали. Вино это можно купить в разных магазинах, но в одном вы получите скидку 35% по промокоду Мария. Ссылку и информацию подробную оставлю в описании видео. Все, спасибо за ваше внимание, наслаждайтесь винами. Я надеюсь, вам это видео было полезно. Напишите мне в комментариях и ставьте лайк. Все, чао!